Правда или миф, что молодые родители не справляются со своими обязанностями или справляются плохо? Здесь вопрос первый, да, кто судьи, Да. да, кто выносит эти вердикты. От судьи всегда зависит, потому что мы не можем смотреть только на обвиняемого, обвиняемый всегда в паре с судьей или с прокурором, неважно, да, вот эти фигуры всегда вместе, поэтому если кто-то не справляется, да, важно видеть, кто не справляется и кто говорит, что он не справляется, да, и тогда мы более целостно видим картинку и как-то мнение такое более интересное получается. Поэтому кто судьи? Если это ощущение самих молодых родителей, то, опять же, кто судьи у вас внутри? Да, что это за голос, который говорит: ты плохая мама. И сейчас, мое мнение, это прямо беда с этими идеальными мамочками, с культурой, то есть с распространением психологии немножко таким утрированным, и который говорит: боже, вот, не знаю, там на горшок не так посадил, травма, вот у тебя ничего в жизни не получилось, это потому что у тебя там во 2 классе мама не пустила на утренник, да, а у тебя вот там жизнь не заладилась, потому что в 1 классе ты читала стишок, а кто-то смеялся, то есть вот эти вот связи уже, ну, слишком такие надуманные. И то же самое, да, вот человек говорит: боже, вот меня так травмировали, я же уже буду беречь своего ребенка. И растет поколение таких, можно сказать, невротичных, идеальных мамочек. Я же мать? Да. Я же мать. Вот, эта история нехорошая, и если у вас есть такие позывы быть идеальной мамой, останавливайте себя. Почитайте Дональда Винникота, он очень хорошо об этом писал, что идеальная и ужасная мама – это одно и то же. Ребенок от идеальной мамы никогда не уйдет. И он вводит понятие «достаточно хорошей мамы». Вот очень хорошее слово «достаточно хорошая мама». Вот буквально берите… В меру хорошая мама. Да. Вот прямо себе эту формулировку берите, вот «достаточно». То есть не спрашивайте, идеальная ли я мама. Нет, вы не идеальная мама, но ваша задача быть достаточно хорошей мамой. Что такое достаточно хорошая мама? Это мама, которая устает, иногда не права, иногда несправедливо кричит на ребенка, иногда неправильно воспитывает, но в целом она его любит и старается быть нормальной, хорошей и так далее. Она достаточно хорошая мама. Это с точки зрения психологии идеальная мама для ребенка. Я недавно была какое-то время в Испании и общалась в том числе по ходу решения вопросов, которые там были у меня, общалась с местными женщинами, девушками и обнаружила очень интересный момент. Оказывается, в Испании вообще по-другому смотрят на отношения мамы и ребенка. Например, максимум детей кормят грудью – это 3 месяца. Класс. То есть те, кто 9 месяцев или, не дай бог, год, это как на извращение смотрят, как у нас там на 5-летних, например, если 5-летнего ребенка кормить. 9 месяцев все малыши дружно идут в ясли. Неважно, есть у вас няня, нет, вы дома, не дома, 9 месяцев в ясли. И вообще никого нет идеи, что это травма. Вообще нет идеи такой. И эти малыши не выглядят травмированными, да, я видела их собственными глазами, вполне себе счастливые малыши, но в принципе нация очень такая оптимистичная. О чем я хочу сказать? О том, что важен культурный и социальный контекст. Вот сейчас, что мне не нравится, это нагнетание вот этого: боже мой, в год отдали в садик, травма, в полгода отлучили от груди, травма. И вот, да, это капает на женщин. Поэтому если вы мама, которая быстрее хочет вернуться в социальную жизнь и так далее, ищите вот такие примеры, например, это то же самое во Франции, как мне уже сказали, да, в Испании. И вот вбирайте в себя эту культуру. Это психически нам помогает, когда мы видим, что вот там это так и это нормально. Да? То есть такой вот межкультурный обмен. Ну и в завершение мое личное мнение, что родители не справляются в одном единственном случае, когда родители сами несчастны. Вот если вы чувствуете себя несчастной, загнанной, какой-то жертвой и так далее, тогда моя очень большая рекомендация: помогите себе, обратитесь к психологу, какие-то возьмите группы, тренинги, в общем, что-то, что вам будет помогать, и это самая лучшая инвестиция в счастье вашего ребенка. Все остальное – это окей. Если вы чувствуете себя достаточно здоровой, счастливой, нормальной, то есть не идеально, а достаточно,
С ребенком все будет нормально. Вы уже нормальный родитель. Спасибо огромное, потому что, оказывается, дело не в возрасте, молодые или не молодые родители. Главное, чтобы родители были счастливы. Это Спасибо точно. огромное.